Здравствуйте! Приветствую вас на нашем канале. Продолжаем делать кровать. Теперь расскажу про царги. Так как кровати стараюсь сделать наиболее компактными, рассчитываю их под матрас 1,9 метра. Для двухметрового матраса прибавляйте в 100 мм в длине царг и центральной балки. Для царг использую обрезную доску 150 на 50 мм. Заготовки нарезал с припуском 200-300 мм к чистому размеру. Необработанные доски кривоваты, горбоваты и винтоваты. Сначала убираю горб на кромках. Для этого в качестве базы использую алюминиевую профильную трубу, прикладывая ее со стороны кромки с впадиной. Таким образом у доски получается ровная базовая кромка. Вторым проходом убираю горбы на противоположной кромке досок. В итоге снимаю примерно по 5 мм за проход, и доска становится шириной 140 мм. Важно все доски откалибровать до одинаковой ширины, чтобы потом сделать одинаковый шип, не перестраивая торцовку. Так что даже прямые доски прогоняю через циркулярку. Выпуклость и вогнутость на пластях досок убираю на рейсмансном станке, попутно калибруя все заготовки до одинаковой толщины. Без рейсмансного станка можно обойтись, потратив больше времени на работу рубанком и шлифмашиной. Об этом смотрите в роликах про мою первую версию кровати. Теперь о размерах. Поперечные царги рассчитаны на матрас шириной 1 метр для односпальной кровати и 1,6 метра для двуспальной. По длине царги для всех кроватей одинаковые и рассчитаны под матрас 1,9 метра. В двух верхних царгах изголовья предусмотрен паз для наборной филенки из вагонки. Паз делаю при помощи циркулярки за 3 прохода в обоих направлениях. Начинаю от центра и с каждым проходом сдвигаю упор ближе к диску, таким образом расширяя паз. Перед крайним проходом делаю пробу на образце, контролируя итоговую ширину паза.
По кромкам потом прохожусь рубанком, чтобы убрать следы пильного диска после циркулярки и облегчить шлифовку. Теперь торцую царги в чистый размер. Размечаю на одной из заготовок симметричный шип и настраиваю торцовку по высоте. Чтобы шипы были одинаковыми, ставлю упорную доску на расстоянии 35 мм от противоположной плоскости пильного диска. И с легким нажимом снимаю древесину с кромковой части шипов на всех царгах. Теперь настраиваю пилу на пласть шипа и проверяю на уже готовых ножках, как шип будет входить в паз.
Доделываю пласти шипов на всех царгах. Пазы у нас фрезерованные и имеют радиусные углы. Вооружаюсь рашпилем и скругляю все углы на шипах, попутно и подчищаю поверхности. Проверяю все соединения, нумерую их по ходу проверки. Где надо, чуть подгоняю. Благодаря калибровке заготовок и единым настройкам пилы все соединения получились идентичными. Следующая обработка – скруглить ребра на царгах. Настраиваю высоту фрезы на образце. Фреза с упорным подшипником, но линейку поставил и для безопасности, и мусор не летит во все стороны. На поперечных царгах с внутренней стороны шипов нужно убрать четверть в 10 мм, чтобы этот шип не упирался в шип продольных царг. Продолжение в следующей части. А тем, кто любит путешествовать, добро пожаловать на наш проект unitytravel.ru. Спасибо за внимание.